есть капитан Лосев. Брат у него близнец. Лезет вечно туда, куда не надо. Морозов, что ли? Нет, дебил. Хотя по натуре умный. Для лосенка это проблема, и на нее можно надавить. Сегодня похоронили нашего товарища. Ваши коллеги организовывали автоподставы. Они все под следствием, я при чем? Есть версия, что по вашей трассе гоняли контрабанду. Один из этих возит рычаг. Стучать на своих товарищей я не буду. Мне сказали, у вас есть брат-близнец. Нельзя иметь дело с человек-рептилией. Они ведь могут улыбаться. Они могут похлопать вас по плечу, но потом все равно сожрут. Это их природа. Мы берем вашего брата под защиту. Вы готовы сотрудничать? Хорошо. Капитан Зеленов, смотрите на этого человека. Вы знаете его? Водитель джипа номер Олег 530, Татьяна Анатолий, которого мы преследовали с капитаном Шевчуком. Из-за него девятка, не помню номер, улетела в кювет. Достаточно. Подпишите здесь. Увидите задержанного. Стоп. Что значит увидите задержанного? Мы договаривались, что капитан Зеленов его допросит. Мы договаривались о сотрудничестве. Мы свое слово держим. Здесь ответы на все ваши вопросы. Оцените наше доверие к вам. Встретились мы на бетонке, ну, на втором кольце. Они подъехали, имен я не знаю, ну, вроде русские, на Аудюхе, на восьмерке. Номера не помню. Помню, на левом заднем крыле была вмятина. Я не знаю, что они грузили. Кинули в багажник брезент. Говорят, что будем сопровождать, деньги получишь на месте. Ну, мы поехали. На переезде они отстали, я проскочил, а они нет. Ну, я и поехал потихонечку. Я сказал, что меня сопровождают. Лейтенант Коровин и сержант, не помню, какая фамилия. Ну, в принципе, я их всех знаю. Они говорят, давай на субботник. А я что? Нет, в салон они не заглядывали. Сразу поехали на точку. Я там уже работал. Ну, в смысле, уже было. Подставлялся я там. Вот, ты знаешь, что полчаса погрузимся и свободен? Не, аварии раньше не было, это первый раз. Я тут злой тогда стал. Ну а что они все носятся? Едешь к перекрестку, ты там машин, может, я больной. А они в тапку в пол. И все такое. Да и аудюха куда-то пропала. За деньги я не переживаю. Куда они денутся? Просто у меня сигарету выбросила, а ее, видимо, в салон засосала. Я оборачиваюсь, а брезент-то горит. А там у меня бардак всегда, тряпки разные лежат. Нет, это сотрудничество не называется. Это бросить кость называется. Вот как это называется. Я в армии служил. Да. Ну вот посидишь один. Я не пью. Нет, это ты плюешь на дружбу. И вообще свои лампасы тоже засунь себе в... Все, бывай. Пока. Извините. Еще раз? Нет, не надо. Лидия Сергеевна, ну что скажете-то? Он говорит в целом искренне. Хотя это явно не первый допрос, поэтому в его мозгу уже сложились определенные ответы. И он в них может верить, независимо от того, правда это или нет. Ну что, ты тоже считаешь, что он мог вести взрывчатку не знать о ней? Ну, в принципе, мог. Труслив, аморфен. Давно женат, видно, неудачно. Кольцо на пальце глубоко вдавлено, постоянно его теребит, крутит. Стрижен клоками, и видно давно. Угри на шее под воротничком. Вообще вид неудачника. Типичный люмпен советикус.
Такой может согласиться на любую работу, лишь бы деньги платили. Хотя видно, что он из очень неплохой семьи. За время допроса ни одного слова матом. Даже мне это редко удается. Почему подсунули товар? В темную, он об этом не знал. И упустили его. Так что ли? Как это? Попали в ДТП, арестовали по дороге, пристрелили. Кирпич на голову упал. Ну да. Упал и отключил телефон. Да нет, я в смысле, сколько нелепых случайностей бывает. Аннушка разлила масло. Так, Женя, прошу прощения, Лиза Сергеевна. Что ты так завелся? Все, ладно, извини. Алик, все понятно. Маршрут примерно известен. Ищем любое заметное событие с участием черного Audi A8. Ну, без номеров, но зато со вмятиной на левом заднем крыле. Очень заметная. Вмятина на левом крыле. Все, ладно, извините. Я понял так, что ты соседского генерала послал? Что же они такие нелюбезные, эти соседи? Что-то личное или… Так, давайте продолжим. Я считаю версию Зеленова о том, что по трассе гоняют контрабанду, и они причастны к взрывчатке, я считаю рабочим. Крутим 13-й батальон. Ты, Женя, занимаешься теми, кто задержан, ты, Юра, теми, кто еще на свободе. Никаких взяток, никаких подстав, ничего. Сейчас все это по боку. Я же отстранен. Так. Мне нужно имя или кличку организатора этого трафика. Все. У меня пока на примете только Лосенок, а он молчит. Андрей Яковлевич, что у нас там с Лосенком? Я имею в виду с братом. Капитану Лосенку можете передать, что за его братом ведется негласное наблюдение. Ребятам поставлена задача при необходимости обеспечить силовое прикрытие. Лосенок просил полную степень защиты. Пусть еще раз с братом переговорит. Даст согласие, обеспечим. Ну а пока все, что могу. Понятно. Кстати, Юр, с капитаном Лосенком тебя тоже Митяй познакомит? Да, что? Нет, ничего, так. Ты там общайся с ним, с Митяем. Поддерживай отношения поплотнее. Зачем? Ну как зачем? Человек пошел тебе навстречу, знакомился с разными людьми. Сделай ему ответный шаг. Все-таки депутат как-никак. Васька, давай вылезай. Я не пойду. Тут не врачи, а коновалы. Вася, Здесь не врачи, а коновалы. не вынимай душу. Если ты сейчас здесь не сдашь анализы, мне придется вызвать врачей на дом. А там могут быть и грязные шприцы, и в вену могут попасть не с первого раза. Тут больные. Вася, я не слышу. Я говорю, тут больные. Они стоят в очереди. А я буду стоять с ними и дышать их микробами? Я договорился с главврачом. Все будет по высшему разряду. Главврача зовут Анетта Суреновна. Отдашь ей конфеты. Она проведет тебя без очереди. Вот, на. 100 рублей на мороженое. Вась, Вась, ну выходи. Ну пошли. Хотели? Майор Ковалев. Можно просто? Толя. Хотел по-соседски поговорить. Говорите. Виталь, я тут слышал, у тебя машинки по трассе бегали. Какие? Какие-какие? Разные. А тут еще этот кипиш случился. Со взрывом. Насадно. Что вы от меня хотите? Сам понимаешь.
Пока не очень. Давай так. Ты подумаешь, цену назовешь. Будем дружить, делиться нажитым. Подумай день-другой и встретимся. Где? Я тебя сам найду. Книжечку еще раз, будьте добры. Читать любишь. Толстого себе купи. А что на корочке было написано? Кажется, ОБЭП. Я толком не вглядывался, в лицо смотрел. Где-то видел, но где? Что-то знакомое, причем совсем недавно. Юр, подожди. Так где виделись и когда? Не помню. А что это он вдруг к тебе полез? Командир меня после всего этого поставил проверяющим по трассе. У нас же были, скажем так, неувязки. Я последние полгода вообще на бумагах сидел, разбирал. А тут подружились. И ты сразу нам стал на брата кивать. Дескать, если бы не он, то ты бы сразу нам стал помогать. Посотрудничал бы. За вашим братом установлено негласное наблюдение с приказом защитить при необходимости. Да, я знаю, капитан Зеленов мне сказал. Без всяких на то формальных оснований. Я знаю, спасибо. Давайте так. Вам нужно за кого-то зацепиться из нашего спецбатальона. Мы надеялись зацепить тебя. Я покажу вам несколько наших хлебных точек, а вы уж сами решайте, за кого цепляться. То есть вроде хочешь как помочь, и в то же время задницу не поцарапать. Товарищ майор, я поставлен проверяющим на трассе. Пока на трассе тишина. То есть за превышение скорости не останавливаете, на алкоголь не проверяете. Все квитанции выписываете по закону. Завтра поедем, я все покажу. Только не на твоей машине, а то ее вся округа знает. Если этот гоголевский майор Ковалев снова появится, играй застенчивость, вот такую же девичью нерешительность. И пытайся забить стрелку. Ты меня понял? Понял. Только не понял, почему гоголевский. Нос у него подходящий. Привет. Привет. Ну? По нашей базе в МВД 135 майоров Ковалевых. Служат или служили последние 5 лет. Ни один из них на вашего не похож. Может быть, он работает под прикрытием. И на самом деле ни Ковалев никакой, ни майор вовсе. Я запустил поиск по основным приметам. Среди действующих сотрудников 0, среди разыскиваемых 0. Ну, может быть, он из бывших, может, был осужден. А потом, почему только по приметам? Жень, я мог бы запустить его по прямому распознаванию образов. Ну и? Если даже весь сервер заточу под твоего Ковалева, сколько он будет шуршать? Сутки двое. Не могу, Жень, извини. Ну, по дружбе, по старой дружбе, а? Можешь сходить к начальнику. Но если ваш Ковалев не убил с расчленением 500 человек и не взрывал Капитолий, то даже не надейся. А что пьет твой начальник? Кровь. По 8 литров в день человек. Извини, мне надо работать. Юра! Юрий! Здравствуйте. Светлана Марголина. Сестра Жени Жужукала. Тогда мы же виделись. Ну да, можно сказать и так. Я знаю вас. Мне Ромка сказал, что вы с Женей друзья. Вы, пожалуйста, извините, я сейчас с братом совсем на ножах. Я его не хочу просить, но, в общем-то, он и трубку не берет. Может, зайдете? А, нет, ну что вы не подумайте, ради бога. Мне буквально нужно 5 минут, если вы можете меня выслушать. Давайте присядем. Так что с братом? С Женькой? Ничего. Он просто до сих пор не может мне простить смерть отца. Считает, что это я была тогда виновата, но не доглядела. У вас умер отец? Он покончил с собой. Ну, неважно, это давно было. Я сейчас не об этом. Мне надо, чтобы вы поговорили с Ромкой. О чем? Понимаете, он в последнее время совсем с ума сошел. Он раздобыл где-то эту подслушивающую аппаратуру, которая… Жучок? А, жучок, да. Вы считаете, что это нормальная игрушка для 15-летнего пацана? А зачем она ему? Я не знаю. Не знаю, он молчит, но… Понимаете, у нас уже был электрошокер, взрыв пакета, самозатягивающиеся наручники, эти баллончики. Ромка, он такой, он все время за справедливость, все время лезет куда-то. А заканчивается это либо больницей, либо обезьянником. Я чувствую, что здесь опять что-то такое. Я понял.
Поговорю с ним. Спасибо. Здорово, Виталий. Зовут как? Капитан Бахруш. Настоящее имя? Капитан Бахрушев. Ну, допустим. Капитан Бахрушев, ДСБ Московской области. Виделись мы с тобой на похоронах у Миши Шевчука. Меня попросили помочь. Поехали. Стоянка дальнобойщика. Что значит как бы? Ну, видите, это старший из охранников. Вечером ходит, проверяет документы, вроде как для безопасности. На самом деле, если товар скоропортится или поджимает сроки поставки, сразу сообщает. Часа в 2 ночи подъезжает наш, начинает перетряхивать груз. Не спеша, вручную. Ну, а фуру нужно попасть в Москву до утренних пробок. Часов в 5 утра водитель начинает нервничать. В 6 утра платит даже не спросив. Еще бывает, 2 раза плату берут за стоянку. Первый раз без чека, на второй, ну, чека не было, значит, не платил. И кто из ваших держит эту точку? Я же говорю, я полгода последний на бумагах был, не знаю. Поехали. Ремонтируют машины, но сами понимаете. Когда ремонтируют, когда разбирают. Полгода назад их контролировал майор Потехин. И только 2 месяца назад он по пьяни разбился. Кто сейчас, не знаю. Так узнай. Ну, я попробую, конечно. Здесь самое живое место. Здесь ремонт делали, поставили ограничение 40. Ремонт закончили, а знак оставили. Дорога под горочку, народ летит с ветерком. Там фабрика, вот там поселок. Сейчас на фабрике обед объявят. Народ рванет к домашним харчам. А это значит, что скоро появится наша, нам только подождать. Я отойду на минутку. С огоньком сдает товарищ Лосенок. Это плохо. Да туфтун все толкает. Мы с точки уже давно просим. А что не получается? Зафиксировать не получается. Они ведь тоже не идиоты. Деньги впрямую не требуют, на руки их не берут. И здесь они сегодня точно не появятся, вот увидишь. То есть, как говорят в Одессе, Лосенок нам обезьяны водит. А вот черт его знает. Но только после взрыва они действительно позатихли. Твой следователь разрешил мне с тобой поговорить, потому что ты можешь мне помочь. И это тут же тебя зачтется. Я не буду ничего говорить без адвоката. Да едет твой адвокат, успокойся. Погиб наш сотрудник, наш с тобой, Митя, коллега. И ты к этому причастен. Но я согласен, причастен по глупости, как говорится, по неведению. Но кто-то сделал это совершенно осмысленно. Ведь если в машину сунули взрывчатку, значит, хотели что-то взорвать. Я никуда ничего не совал. Кто-то, Митя, хочет, чтобы ты сидел, а не он. А я вот не хочу. Я тоже не хочу. Ты знал, что по трассе гоняют
контрабанду. Но не знал, что возят. И что повезут взрывчатку, ты тоже не гугу. Ну, конечно, не гугу, мы же в машину не заглядываем. А вот смотри, если по трассе идут две машины, как ты понимаешь, что вот одну машину можно остановить и досмотреть, а другую нет? Так водящий подъезжает. С дежурным перетрет, слюнявит, даст номера машин. Вот, вот, водящий-то нам и нужен. Давай, приметы, давай все по полной. Какой водящий нужен? Старый, прежний или новый? Да давай обоих. Они давно сменились? Так где-то полгода назад. По мирному сменились? А ни хрена ж себе, по мирному. Я тогда чуть в штаны не наложил. То есть ты у них на разборке, что ли? Добрый день. Я адвокат Ревнивцева Алена Ивановна, московская коллегия адвоката. Буза такая занозная случилась. Приметы водящего, как он выглядит? Да ну что, ну, обычно так. Представьтесь, пожалуйста. Алена. Я прошу вас помолчать, это в ваших интересах, которые я собираюсь представлять. Я не слышу вашего имени и должности. Евгений Михайлович. Евгений Михайлович, этого недостаточно. Кто вы и на каком основании ведете допрос? Я не допрашиваю, я беседую. Беседа окончена, господин майор. Вы знаете мое звание? Я также знаю, что вы здесь по устному разрешению следователя Кулика, то есть абсолютно неофициально. У меня есть следственное поручение. Укажите. Алена. Ивановна. Милая. Лучше, уважаемая, и за вас я могу продолжить. Преступление должно быть раскрыто, а преступник наказан. И это правильно. Но только строго по закону. Хочется придушить? Нет, поцеловать. Лучше придушите. На выход, господин майор. Какая прослушка, Зеленов? Ты больше слушай мою маму. Женщины не такие. Рома, мне на работу надо. Ну, езжай. Или ты мне сейчас все скажешь, или я звоню Жукала. Ну? Какая-то сволочь крадет в раздевалке мобильники. Я представляю, что это за сволочь. Но у меня нет доказательств. Рядовое дело. Рядовое уголовное дело, Рома. Зеленов, ты это каждый день делаешь. Я делаю это в соответствии с законом на законных основаниях. А если оперативная необходимость? Только не лей мне в уши. Вспомни, кто мой дядя. Ну хорошо, вычислишь ты, гада. А дальше? Расстреляю. Шучу, Зеленов, шучу. Плохая шутка, Рома. Аппаратуру где взял? У дядьки спер? Я что, дурак, что ли? Я все делаю аккуратно. Никого не подставляю. Все по закону. Хорошо, не по закону. О! Пусти! Не борзей. Ладно, Зеленов. А вот если ты допрашиваешь какого-то гада, а он молчит, ты дашь ему по кумполу? Только не ври, Зеленов. Ой! Вставил! Нифига себе! Иванов! Ты зубы вставил! Иванов! Наши поздравления, Леня! Что? Что такое? Леня? Что? Что? Заклинило? Леня, резко. Или зевни просто. Да вот китайское барахло всякое в рот совать. Да ну японский вставай. Лёнь, стой, куда ты? Леня, пойдем. Пойдем, короткий, да, один. Леня, куда ты? Извините. Про контрабанду я, конечно, слышал, но сам на трассе работал редко. Тут поставили дежурным офицером. Я подъезжаю к ДПС. Сержант, как раз котельник, разговаривал с каким-то типом. Я подошел, ну, что такое? Тип уехал. Но мне тонко намекнули, что, мол, езжайте, товарищ капитан. Все путем.
Я остался, а через час пошли фуры. Много? Много. Я остановил, стал проверять. Мне позвонил командир, начал орать. Я послал его куда подальше. И через день меня пытались избить. Кто? Я не знаю, было темно. Потом стали звонить. Командир пригрозил, что неполный ход мне сделает. Я позвонил в ДСБ. Кому? Капитану Бахрушеву. Мы даже один раз встречались. Вот. Ну а потом стали намекать про брата. Кто намекнул? Не пропускай, лосенок. Опять же командир. Сказал, что неполное служебное соответствие – это уже перегиб. А вот с Васькой что делать? Ума не приложу. Я говорю, я приложу. Давай я сяду на бумаге. Ни во что не лезу. В общем, на этом договорились. Так, хорошо. Вернемся к тому типу, который разговаривал с Котельником. Лицо запомнил? Не очень. Напрягись, Виталий. Мне нужно найти водящего. Это шестерка была не водящей. Или мы путаемся в формулировках? Объясни. Там грузы на миллионы долларов. Устроено все по-военному. Шестерки меняются каждую неделю. А вот главный, то есть водящий, появляется только в крайних случаях. Откуда информация? Оттуда. Поймите, я жить хочу. У меня брат. Надо же что-то делать. Надо, лосенок, надо. Только мы вот смотрим за твоим братом, а ты зеленого туфту сливаешь и здесь рассказываешь в час по чайной ложке. Вот. Здесь списки всех сотрудников, с которыми я переговорил. Здесь действующие и уволенные. Они согласны дать реальные факты. Особо обратите внимание на уволенных. Большинство из них – это честные, нормальные пацаны, за что и поплатились. Если вы их восстановите, я буду признателен. Ну и светить парней не надо. Надеюсь, это понятно? Майор Ковалев появлялся? Нет. Я уже мозги все скрутил. Я не могу понять, где-то видел, но где. Лосенок кипиш понял. Не знаю, сам или кто попросил, но там потом такое началось. А что началось? Точно не знаю. Но когда по весне подснежники поперли, меня на опознанку 5 раз таскали. Но после зимы, сам знаешь, там мало что остается. Птички, мышки, ну там снежок. На троих я опознал. Шестерки из прежних кодов. Пулевое, удавки. Чикаго в полный рост. Про начальство не буду. Почему? Ну не буду и все. Про фуры скажу. Да, бегали фуры. Теперь они бегают. После взрыва все как отрезало. Прежние хозяева за трассу держались зубами. У них водящий там был какой-то крутой Коля. Я его сам не видел, но говорят, там 2 метра роста, какой-то там спецназ. Ну, войнушку вроде бы начал. А потом его мерз на трассе в лобовую КамАЗ схватил. Ну и кончился Коля. Как фамилия Коли или приметы? А я знаю. Какой-то Коля. А кто он, откуда, черт его знает. А кто говорит? Слушай, Лосенок попросил поговорить, я поговорил. Все. У нас все просто было, как у всех. Хорошо себя ведешь, на хлебном месте стоишь. Долю отстегнул домой. А если дергаться начал или, положим, пробку перед кортежем не разгреб, то все, понос и голый оклад на полгода. Сидишь, дерьмо хлебаешь, да выкуп собираешь. Какой выкуп? Ну, чтоб занести и снова хорошим стать. Я поглядел, да и уволился нахрен. Вот этого человека видел? Нет, не видел. То есть все началось с того, что наш капитан Лосенок доблестно провел досмотр нескольких фур. Интересно, а чьи это были фуры? Нового хозяина или прежнего? Хотя это не важно. Потому что был хозяин номер 1, его сменил хозяин номер 2. Первый не хочет уступать, селенок не хватает, тогда он что? Он пытается его подставить. Берем одного неразборчивого придурка с джипом, грузим в него взрывчатку, отправляем без прикрытия. На что рассчитываем? Рассчитываем на то, что его остановят.
Поскольку без прикрытия, проверят сразу салон, увидят взрывчатку, вызовут ФСБ, те приедут. Ага, взрывчатка, терроризм, начнут копать, покрутят нашего водилу, послушают проводящих и прочую ерунду, подключат нас. Ну и мы в 2 смычка прочистим спецбатальон, шуганем нового хозяина и разойдемся довольны собой. И трасса свободна. То есть хозяин трассы номер 1 своего добился? Нет, не совсем. Произошел взрыв, погибло несколько человек, в том числе наш товарищ. Естественно, мы не успокоимся, пока виновник торжества не окажется за решеткой. Я прав? А почему было просто не слить информацию? Не подсунуть того же лосенка или еще кого поразговорчивее? Кстати, насчет подсунуть ты прав. Хорошая идея. Юр, а напомни, через кого ты вышел на лосенка? Через Митяя. Через Митяя. Я, кстати, просил тебя быть ближе к нему. И как? Пока никак. Юра, я просил. Вы думаете, что Митяй… Я ничего не думаю. Я знаю, что в бескорыстность народного избранника я верю так же, как в коммунизм. Не полностью. Мне все-таки почему взрывчатка? Наркоту могли. Какого-нибудь артиста известного взять, напоить, связать, да в джип сунуть. Мне нравится твоя веселая фантазия, Юра. Но, если честно, я бы со взрывчаткой тоже не рисковал бы. Какая-то тут недоперевязочка. Алик, извини. Жень, у меня все готово. Это по поводу Ковалева? Заходи. Садись, рассказывай. Значит так. Зовут Валерий Панайотов. Действительно был в звании майора. Служил в УБОПе ГУВД Иркутска. Был на хорошем счету. Даже на очень хорошем. Но 5 лет назад вдруг уволился по собственному. А через месяц было возбуждено дело о превышении полномочий и подделке документов. Поскольку его в 98-м уже увольняли из органов, но тогда он был Панайотов через Ё. Исправил букву и снова вернулся в строй. И дослужился до майора. Как успел? Трудно сказать. Через год дело закрыли, и из картотеки исчезли все данные о нем. В УБОПе ходили слухи, что ее якобы перевели в особо секретную группу. У меня все. В особо секретную? А как же ты узнал? Работа у меня такая. Коньяк я не пью, но нагло оставить его у меня в столе можно. У меня все. Ты просил кое-что узнать об одном человеке. Из Иркутска? Из Иркутска. Вот фотография. 2 дня назад на даче в Иркутске. О, какой красавец. Где же я его видел? Тренируй память, Юр, пока молодой. Этот Панайотов Ковалев становится очень интересен. Аленова, не откажите в консультации бедному майору. Какая консультация? Какое преступление я должен совершить, чтобы меня посадили, а вы бы меня защищали? Вы никогда не замечали, что влюбленный мужчина глупеет? Я, дорогая Аленова, исключение. Давайте ближе к сути дела, а букетик можете в урну выбросить. Вам не нравится роза? Вы мне не нравитесь, товарищ майор. Жаль. Там еще записочка была. Следственное поручение на допрос подследственного котельника. В моем присутствии. С огромным удовольствием. Прошу. Он руководил разборкой. Какой разборкой? Когда? Капитан Лосенок устроил шмон. Вы знаете? Полгода назад? Да, тогда вроде как все решили, и фуры должны были снова пойти. А тут звонит один шнырь. Кличка смешная у него была еще. 5 копеек. В шестерках бегал. У крутого Коли? Да, но Колю я не видел, слышал только. Так вот, звонит, подъезжай, говорит, на 63-й километр срочно. Подъезжаю, смотрю, фуры стоят, еще машины, возня. Ночь уже была, темно было. И вижу этого 5 копеек, какие-то люди начинают мутузить.
Я сунулся было, а вот этот, который на фотке, мне ствол в рыло тычет, дескать, сваливай. Но я секунду форс подержал и поехал себе. А что он сказал? Как представился? Ну, сейчас-то вижу, что майор. А тогда он мне просто ТТшник сунул и, ой, извините, под нос сунул. И вся беседа. А когда вы с ним еще раз виделись? Да нужен он мне был больно. То есть вы хотите сказать, что вы видели этого человека единственный раз и в темное время суток? То есть вы могли обознаться? Подождите, милейшая Алена Ивановна. Ты видел его еще раз или нет? Это важно. Нет, не видел. Но это точно он? Я еще раз повторяю вам. Мой подзащитный видел этого человека в темное время суток. И я прошу занести в протокол, что… Да черт с ним, с протоколом. Мне сейчас важно, это точно он? Он. Спасибо. Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Извините. Который из них ваш? У меня нет детей. Я их не люблю. Странно звучит, но факт. А что вы хотели мне сказать? Я хотела вас поблагодарить. Ваши советы очень помогли. Вернулась как будто в новую жизнь. У нас с Юрой сейчас все очень хорошо. Или не все очень хорошо? Почему? Все очень хорошо, правда. Смотрю на него и думаю, почему раньше этого не замечала. Он такой надежный, много читает, так смешно рассказывает. Но все-таки что-то раздражает. Вас не тошнит? От чего? Все логическая реакция, тошнота, раздражение. Вы имеете в виду… Именно. Да нет. Да нет, этого не может быть. Почему это не может быть? Сходите к врачу. Или лучше в аптеку. Для начала купите тест. Сергеевна, а почему вы так смотрите на меня? Как? Раздраженно как-то, обиженно, не знаю. Нет, что вы. Саша, вы очень симпатичный человек. Просто я не люблю детей. Зеленов, Юра. Я бы даже сказал Юрий. А знаешь ли ты, что… Мы что, кого-то ждем? Да, дойдет. А ты что такой счастливый? Я? Нет. Я просто… Ах, да. Я все понял. Алик прозрачно намекнул. Котельник железно опознал. И я все понял. Понял, наконец, что счастье в жизни есть. Этот Панайотов Ковалев и есть вводящий от нового хозяина. Котельник его узнал. Полгода назад он видел его на одной из разборок. А теперь он подкатил к лосенку. Заметь, сам подкатил. Видимо, всерьез прощупывает почву. А теперь исчез. И что? То, что грохнут нашего капитана Лосенка в ближайшем будущем. Вот что. Я тебе не говорил, но люди Андрея Яковлевича видели, как этот Панайотов Ковалев крутился возле лосенковского брата Васьки. Заметил слежку и не по-детски умело свинтил. И больше возле Васьки не появлялся. А он знает, что лосенок сотрудничает с нами, его брат под охраной. И Б, что лосенок назначен дежурным по трассе и набирает своих людей, часть из которых мы с тобой видели. А дальше все равно, хороший ли парень наш лосенок, или по-прежнему играет за этого старого
хозяина трассы. Все равно он теперь кость в горле. И судя по методам работы товарища, его все равно грохнут. Прежний хозяин трассы все-таки Митяй. Ну, Митяй. Или его дружки. Ты говоришь, он охрану меняет, 20 человек. Скажи, ну зачем простому депутату целый взвод личной охраны? Опа, это что такое? Меняет охрану. Меняет папка. Ты что здесь делаешь? Мне очень поговорить с тобой надо. Тебе Юрий уже все рассказал? А что, Зеленов у нас теперь сегодня работает? Жень, ну ты же к телефону не подходишь, ты же трубку не берешь. Мне очень нужна твоя помощь. Знаешь что, Светлана Михайловна, ты меня попросила однажды не соваться в вашу марголинскую жизнь. Не буду. Жень, это не мне помощь нужна, а Ромке. И твоим балбесом Ромкой я тоже заниматься не буду. Не нравится ему дядя? Пусть ищет себе другого. Все. Жень, да ты выслушать меня можешь хотя бы? На самом деле очень серьезно, Женя, ну открой дверь, ну что ты, как я не знаю кто? Ты выслушать меня можешь хотя бы, Женька? Женя! Тихо. Фу, я сказал. Ты давал мне этот список. Просил пробить. Пробил? Ты кого-то из них уже принял? Кое-кого. А что? Этого ты взял? А ты чего спалился? Ты чё? Я спрашиваю, этого ты взял? Ты или поясни, или проваливай отсюда. Я занят. Где сейчас этот человек? Сейчас подъедет, кое-что привезет. Тебе есть что предъявить? Жень, мне срочно нужна подмога. Зеленов, ты что из меня бакла налепишь? Да не меня держите, его! Здрасте. О, Ленч. Лень, Не подскажешь, откуда у Ромки аппаратура взялась, а? Юра, ты живой, уже хорошо. Слушай, а что у тебя с зубами-то? Тебе первая примерка. Шикарно. Слушай, если они опять напортачат, дай мне свой пистолет на полчаса, я их нахер пристрелю. Да их даже подержу, чтобы ты попал. Юр, спасибо тебе. Купырю? Да. Ну, давай, иди, получай, звездюлей. Давай, обращайся. Молодец. Молодец, что живой. Ну что, господа, подобьем наши невеселые бабки. Внимание на экран. Итак, в машине А8, которая якобы принадлежала Панайотову Ковалеву, в багажнике были найдены еще 2 тела. Басов Сергей Иванович, 1983 года рождения, и Сосноров Филипп Геннадьевич, 1988 года рождения, хозяин Ауди. Оба убиты из автомата, звонили наши соседи. Водитель джипа разговорился и опознал тихих обитателей багажника. Это они погрузили ему взрывчатку в джип. Но, как говорит мой Степчик, а фиг ли толку? Ниточка-то оборвана. Ну почему же оборвана? Можно попробовать проследить их связь с господином Митиным. Ну, попробуй. Попробуй. Второе.
Все оперативные материалы по 13-му спецбатальону переданы, точнее забраны руководством ГУВД Московской области. Час назад приказом все руководство батальона отстранено от службы в связи с возбуждением уголовного дела. Ну, это замечательно. Теперь можем опросить их всех в полный рост. Ну, попробуй. Попробуй, Юр. Думаю, все они покажут на безвременно умолкшего Панайотова Ковалева. Или на Николая Расторгуева, только не того, который поет, хорошо поет, а на другого, крутого Коля, который оказался тоже не очень разговорчив. Алик, вот ты все это говоришь так, как будто я… Да все правильно. Все правильно ты сделал, Юр, правильно. Господин Митев жив, сидеть будет тихо, контрабанду по трассе гонять не будут, по крайней мере, в ближайшее время. Погонят по другой. Сволочи и хапуги из спецбатальона будут наказаны. Миша Шевчук в земле сырой. В общем, хэппи-энд, друзья мои. Просто хэппи-энд полный. Дедомян. Понял. Шеф вызывает. Оба два? Оба два. Борис Васильевич, Алик, ну мне что, заново вас знакомить? Мне не надо. А куда лампасы подевали, товарищ генерал? Снял и засунул туда, куда ты мне посоветовал. Правильно, тебе идет. Начнем. Итак, дорогой сосед, с чем пожаловать? Спросить хотел. Как идут дела по взрыву по Панайотову Ковалеву? Неужто с самой Лубянки за этим сюда ехал? Олег. Да никак не продвигаются. Дела закрыты. В связи с отсутствием перспектив и в связи со смертью основных подозреваемых. А копнуть дальше? Зачем? Ну, хорошо. А если мы с вами поделимся кое-какой информацией? По полной или опять? Нет. Полной не получится, извини. Немножко дадим. Вот мы немножко и копнем. И подозреваю, ты уже копаешь. С чего это ты взял? А потому что кое-кто уже присматривает за кое-кем из Иркутска. И Панайотов Ковалев служил в Иркутске. И что? А 4 года назад в том же Иркутске была похищена крупная партия взрывчатки со склада МВД. Но дело быстро закрыли. Но мы догадываемся, кто. Хочешь сказать, что в том джипе была эта самая взрывчатка? Ну так что? Будем дальше копать? Или ты боишься?